Криптоэнтузиастики, миллионеры, ну что, приветствую вас на канале. Итак, доброго всем утречка в самый прекраснейший день. Это, конечно же, понедельник, начало торгов. Открылись биржи, посмотрим, что у нас там на этих гребаных скамовозках. И что же на этих сраных альткоинах. Скамитроны, они всех соскамили полностью в этом цикле. И я считаю, что всех соскамили. В нашем чате только несколько человек, которые вроде бы как что-то и заработали и покинули рынок, и то у них был в основном один биток. Всех остальных, конечно же, этот рынок не отпускает, и все имеют просадку. Что у нас по притоку капитала? Просыпаюсь в 3 часа ночи, как всегда, эфириум растет, биток растет, все красиво у нас, но посмотрим, не экзит памп ли у нас перед тем самым дальнейшим падением. И как всегда, понедельник зеленый и вся неделя красная. Всегда так было, как только я зашел в этот рынок, но это просто трэш. Я не знаю, или это у меня такое чувство, или это у всех такое. Пишите в комментариях под видео, у вас также, что вы только что-то прикупили, и у вас все красное, вы даже не можете в ноль выйти на этом рынке. Уже не говоря о каких-то там, я не знаю, иксах там, вот даже на часе, смотрите, ICP на часе, ну ё-моё, только загрузил компьютер, только настроил что-то там, уже ICP потеряла 5%. Просто трэш. Это просто 6,90. Ну что это такое, блин? А? Ты посмотри, ну было 9,69 буквально. Буквально там, ну. Сейчас уже 6. Ну, блин, ну это просто капец, блин. Короче, надоело это все дело. Что у нас по капитализации? Давайте посмотрим. 3 триллиона 570. Чуть-чуть растет, довольно-таки нормально. У нас, конечно же, рынок в страхе. 29. Вчера вообще была там 20-ка. Что у нас по индексу страха жадности? 29. 29 индекс страха жадности. Позавчера у нас была 20-ка, вчера у нас 22 было. 20-ка такое значение, что его даже не было последний период времени. Да, с 11 октября, в момента краха, мы упали и уже, в принципе, сегодня уже ровно месяц, как мы находимся в страхе. Постоянный страх. Здесь было 3 дня нейтрально, но это так себе. Целый месяц в страхе. Что это за бред? Что это за рынок бреда какого-то? Я просто в шоке. Что у нас по портфелю? Если вам кто-то будет говорить, что у него какие-то есть иксы, у меня в портфеле, конечно же, плюсы, потому как зеленая, но последний период времени я докупал эфириум. И мы видим то, что мы просто, за 90 дней, да, тренд не сломлен. Не сломлен никакой тренд у нас. И здесь, просто роста нету. Его здесь просто нету, и даже трендовая линия, вот у нас мы к ней подошли, сейчас у нас нету слома никакого тренда роста. На 30-дневке у нас вот так вот идет боковик с распилом, на 7-дневке, да, мы растем. Но этот рост просто ни о чем. Это просто ни о чем. На 24 часах мы тоже, в принципе, растем. Но если даже посмотреть на 90, то это не рост. Многие сейчас... Началось! Что началось? Захожу, посмотрел, что началось, где началось, когда началось, блин. Смотри, эфириум, блин, 3500, это начало. Чего начало, блин? Эфириум 3500, был 4900, да? Эфир 3500, началось. Что началось? Открываешь 90-дневку и смотришь, что здесь, что здесь началось? На 2 миллиметра прирост портфеля, что там могло начаться? Страх у нас полным ходом. Может быть такое, что на страхе развернут эту скамовозку, потому как уже просто сил нету. Я не знаю, давайте посмотрим, что у нас там по сигналам на биткоине. Все-таки неделька начинается. И началось. Что началось? Смотрите, где биток. Что здесь началось? В принципе, мы здесь рассматривали такой вот сценарий, что может быть такое, что будет перевернутая голова и плечи и развернемся. Посмотрим, понаблюдаем. На дневке сейчас виднеется то, что начинает крупный игрок уже потихоньку набирать позиции некоторые, особенно по биткоину.
На дневке нету никаких сигналов на покупку. Ничего сейчас не началось. Вообще абсолютно. Разве что только понедельник начался и нужно идти на работу. Вот. И мы здесь видим раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 дней. 7 дней боковик и ничего здесь не началось. Само собой, если посмотреть на 4-часовике, здесь у нас вот такой вот канал. Это я в субботу еще выставил этот канал. И в принципе здесь виднеется вроде бы как началось медвежьего канала формирование. Вот это вот началось. Вот этот вот медвежий канал вроде бы как формируют. И по всей видимости он будет отработан. Мы сольемся где-то, наверное, куда-то там ниже сотки. Ну, я не хочу, конечно, видеть биток ниже сотки. Нам желательно удержать уровень вот 105, 102, 103, это у нас как раз 50-я скользящая, а 50-я скользящая это как раз тот самый момент, когда на протяжении 50 недель биток ходил в средних значениях 50 недель. И 50 недель у нас, ну вот смотрите, это у нас неделька получается, здесь раз, два, три, ну мы можем это все сделать примерно вот так вот. Давайте-ка мы посмотрим. Вот говорят 50-я скользящая, да? 50-я скользящая. И здесь у нас получается, да, 50 недель, как раз 50 недель. Вот у нас уже у нас получается 51 неделя. Вот 51 бар, это как раз 50 недель. И мы в средних значениях находимся, ну, чуть-чуть выше вот этих вот. Ну, тут даже тел свечи, даже, ну, чуть-чуть выше тела вот этих вот свеч. Желательно нам вот этот уровень удержать. Вот этот. И чтобы мы не шлепнулись. Если мы шлепнемся, вот через вот этот вот блок сопротивления, то это уже все. Это уже все. И обычно, зачастую, когда биткоин падал ниже, чем 50-я скользящая, это уже немножко так витала медвежкой. Но пока что за медвежку еще рано говорить. Ну, нам нужно слом этой структуры. Нам нужно слом структуры, и чтобы мы на недельке хотя бы здесь сформировали какой-то разворотный ордер-блок. Ну и то, вот тут у нас 13 октября по 20 октября тоже был разворотный ордер-блок и слились, в принципе. Ну, посмотрим. Но понедельник открылся довольно-таки неплохо. Видно, здесь есть какое-то движение. Ну, что здесь началось? Не знаю, на недельке у нас был сигнал на продажу в июне 2025 года, и все. На дневке у нас нету вообще никаких сигналов, но здесь будет сигнал, как только у нас, смотрите, вот здесь появится зеленое облако, смена тренда. И будет подтвержденный сильный сигнал на покупку. Как это было, например, вот здесь, вот 20 октября. Вот 20 октября здесь была смена тренда, был сильный сигнал. Но здесь, я думаю, что как только появится здесь вот сигнал на покупку 10, ну он, наверное, появится 12, может 11 ноября, то у нас, наверное, уже может что-то появиться на недельке. Что у нас на недельке? Нет, на недельке у нас ничего не появится, потому как у нас здесь идет нисходящий тренд. Красное облако. Ишимоку. Мы здесь еще падаем. Тут даже не пахнет никакой сменой тренда. Вообще, на недельке здесь не будет никаких сигналов по-любому. Вот на 4-часовике здесь мы видим шикарнейший сигнал на покупку. Буквально вчера в 16:00. Довольно-таки неплохо. Можно с помощью такого индикатора скальпить как-то среднесрочно там туда-сюда. По эфириуму. Давайте посмотрим, что здесь по эфириуму у нас творится. Да, биток, конечно же, вроде бы как развернемся на медвежку, очень плохо. Нету у нас альт-сезона никакого. На эфириуме, на дневке у нас есть сигнал на покупку. Мы видим то, что преобладание притока капитала в эфириум намного больше, чем в биток. И по всей видимости у нас на фоне этого всего падает доминация. Мы видим то, что на дневке уже есть сигнал на покупку. На 4-часовике 3 сигнала. На битке у нас на 4-часовике 2 сигнала на покупку. А на эфириуме у нас 3 сигнала на покупку. Вот у нас и появился на дневке сигнал. А что у нас на недельке? На недельке у нас здесь нету никаких сигналов. Тренд нисходящий. Что здесь началось? Что началось? Вчера мне звонит товарищ.
Смотри, там, короче, мне позвонили. Вообще, с другой стороны, ну, между собой они там общаются, тоже обсуждают рынок. Он ему говорит, началось. Что началось? Где началось? Ну, началась медвежка, да, вот в августе. Еще даже сменой тренда не пахнет. Началась новая неделя для того, чтобы лететь на работу, на завод. Чтобы аж пятки сверкали по асфальту и шпоры отлетали. Итак, ну вот здесь вот в принципе, я рассматривал здесь такое вот лонгование, что может это мы с вами видео, конечно, и снимали. Иногда я смотрю графики без видео. Здесь, в принципе, у нас острый конец вниз, потом боковик. И вроде бы я так вот предполагалось, что да, выход будет вверх, где-то выше вот этих вот движений. Вот когда у нас началось именно 3 ноября. Может быть такое, что биток, ну, вот сюда вот сходит. Здесь у нас уже шортисты собрались по-любому по эфиру, и их будут выбривать. Вот это вот началось. Ну и тут, в принципе, что? Разворотное движение только будет по эфиру, но это не говорит о том, что мы будем куда-то там пампиться. Многие говорят, да, там эфириум, там пша, выглядит по-бычьи. Да, выглядит по-бычьи. Пока что мы ходим в нисходящем канале, и видно, что максимумы и минимумы все ниже и ниже. Здесь ничего хорошего у нас не началось. В принципе, вот так вот. Если мы посмотрим, то у нас здесь вот такой вот канал. Нисходящий. Ну, нисходящий канал зачастую, конечно же, выходит вверх. Посмотрим, мало ли, может у нас пробьется все-таки. Эфириум уйдет выше, чем $5000. Хотелось бы, конечно, это все увидеть. Что у нас по лонгам? По лонгам. Лонги на биткоину продолжают набираться. Смотрите, вот такой вот набор лонгов. Набрали эти лонги. Перезагрузим. Вот, лонги набираются. Пока что не отрабатывались они. И... ну, стоим на дневке вот так вот. Сейчас красная здесь небольшая свечечка. Стоим, стоим, стоим. Ну, пока что мы не стоим, но мы потихоньку набирались. На недельке. Вот. И эти лонги должны отработать. Так что, я думаю, что стоит ожидать, наверное, рост биткоина. Ну, а что еще делать? Мы всегда ждем рост биткоина. И по гэпам. Что у нас по гэпам? У нас открылась неделя с гэпом. Вот у нас 7 число, а вот у нас 10. Здесь есть небольшой гэп. Небольшой гэп на дневке видно. На недельке у нас гэпов нету. Есть небольшое вот здесь вот движение. Ну, это тут просто микро какое-то там на недельке, и все. На 91 тысяча тоже у нас есть гэп. На дневке у нас здесь тоже есть такой себе микро гэп. Давайте мы его отметим. Внизу этот микро гэп у нас мы можем отметить красным, потому как это будет падение. Заливка тоже у нас такая вот красная будет. Вот, вверху у нас зеленые гэпы, это на лонг. На 4-часовике, давайте-ка мы посмотрим. На 4-часовике, да, виднеется здесь гэпчик небольшой. На 4-часовике был открыт буквально там час ночи. И тут что у нас? Ну, больше, в принципе, тут у нас нету никаких гэпов особо. На часе, ну, такой себе микроскопический. На 4-часовике, ну, микрогэп, и все. В принципе, вот так вот. Альткоины у нас особо, ну, начали опять корректироваться. XRP 2.45, BNB 1000, Solana 167, Tron, ADA... WhiteBit 54.86, Zcash у нас опять восстанавливается, по всей видимости будет поджатие к 750 тысяч долларов, и там институционалы заходят. Я говорю, что нужно Zcash продавать, фиксировать прибыль, а кто-то говорит, а ничего, что его накапливают институционалы? Да, не накапливали они его по 20 долларов, начали накапливать они его... по 500, по 600, по 700. Ну, Zcash по 20 долларов это было очень тяжело отхватить. Ну, где-то 30-40 можно было прикупить. Litecoin у нас наконец-то двинулся. И чуть-чуть выше, чем 100 долларов.
Тонкоин 2.12, ну так себе ни о чем. ICP 6.95, ну что это за движение? Не, ну конечно, я понимаю, там ICP у нас пошел с 3 на 9 и откатил на 6, это в пределах нормы. Потому как у нас Zcash тоже вырос на 700, потом откатил на ниже, чем 600 вроде бы. Пепе 61, Иена у нас дала 10% движения, ну такое себе. Сейчас у нас, по всей видимости, альт-сезон закончился, который был в начале ноября, и будет, конечно же, биткоин-сезон. Starknet, вот что-что, но Starknet двинулся. 16.25. 16.25, и это неплохо. Хотелось бы увидеть хотя бы с текущих еще 3-4 икса по Старкнету, и можно было фиксануть бы и забыть бы данную с камином. DCR у нас тоже двинулся 30%. Я Старкнет фиксану, и у Бера вообще ни о чем. $1.74. Что не купит слез Сатоши, сразу нужно хоронить. Это просто капец. Теперь он там уже за линея, короче, начинает топить. Чия 8.72. Альтсезон. Мелания, так себе. Ну, в принципе, вот так вот. Мы видим Томи. Вот монетка Томи что-то здесь 400% роста какие-то дает. Ну, давала она здесь какие-то 400% роста. Ну, непонятно. Ну, где-то на каких-то DEX биржах, наверное, вот так вот. Ну, Starknet, да. Starknet. Давайте-ка мы, наверное, посмотрим все-таки. Starknet, что он там творит. Бай, покупай. Значок buy. Не откатил бы ли Starknet как ICP откатил, вот это было бы не очень хорошо. Так, у нас здесь инвесторы, ну понятно, здесь самые топовые инвесторы собрались для бритья хомяков. В принципе, вот такой вот у них вестинг. Сколько здесь разблокировано? 490 дней, 490 дней. Инвестиции. Нету у нас здесь 95 миллионов, смотрите, 98 миллиардов запхали. Оценка 2 миллиарда. 75. 30 миллионов. 12 миллионов. 60. 180. 480. 1 миллиард с чем-то будет. 2. 8. Но здесь, блин, заложили большое количество средств вроде бы. Сейчас 4 миллиарда долларов. Наверное, здесь инвесторы в ноле находятся по Старкнету. Ну, нужно же понимать, что им дают некую часть монет, и при листинге они уже, конечно же, льют это все дело по стакану. И сейчас у них, в принципе, ну, сейчас может быть такое, что 2 икса максимум здесь есть, и даже с такой укаткой у них есть иксы. Вот вы себе представьте, а что было, когда Starknet стоил в диапазоне $2, $7? То там просто трэш, что творилось. У них были колоссальные иксы, и даже 10% монет им буквально хватало в достатке для того, чтобы заработать. На часе здесь у нас видно такой вот тренд идет, сигналы на покупку преобладают сигналов на продажу. На 4-часовике есть сигнал на покупку, последний раз шикарнейший сигнал был буквально 7 числа. Вот, Starknet был в диапазоне 10 центов. 7 числа. Я еще даже немножко покупал в диапазоне где-то 11, наверное. Это было где-то вот здесь, вот первого. Нет, не первого. Это было где-то вот здесь вот. Это было 3 ноября, да. Вот я помню, 3 ноября я где-то здесь вот покупал. Откатил он. Ну, точка входа снизилась, конечно, конкретно снизилась. Здесь была еще хорошая возможность приобрести его. Ну и потом, конечно же, мы улетели. Улетели сюда, вот на 16. Но сейчас уже, конечно, покупать как-то не особо охота. Нам нужно пробить вот эти вот значения. 19. 6 октября мы были в диапазоне 19. Вот нужно это все дело здесь пробить. И это был бы хороший разворот по тренду. На дневке есть сигнал на покупку. Как же хочется, чтобы не было здесь сигнала на продажу. Вот просто, чтобы мы вышли хотя бы с вот этого вот блока накопления. Оно хоть и небольшое, это накопление буквально с марта 2025 года, но хочется, чтобы мы с него вышли. Если мы с него выйдем, здесь вот закрепимся вверху, то да, будет какая-то вероятность то, что мы все-таки уйдем выше, где-то протестить, ну, как минимум, смотрите, вот этот вот ордер блок, а это у нас 55 центов.
Это было бы неплохо бы. Это было бы неплохо. Ну, дадут ли? Здесь видно по объемам, что здесь в основном продажи. Они могут засадить и опустить ниже это все дело. Нет, здесь есть уже синие линии появились. Мы видим то, что здесь появились синие линии. И я это с вами вижу. Появились, началось, блин. Появились здесь синие линии. Ёшкин кот. Может быть действительно, что у нас здесь была какая-то реаккумуляция по Старкнету. И, блин, средняя точка 12. Ну, наверное, может двинуть его сюда вот. Ну, хотя бы даже на перехай, чтобы мы ушли, да. Вот я здесь ванговал. То, что мы можем сюда сходить. Потом, ну, я не думаю, что такой будет сильный откат, конечно же. Потом может будет какой-то откат, ну и сходить, ну хотя бы было вот сюда сходить бы, да, на $4. Ну дадут ли такое, ну это просто трэш. Дадут ли такое, ну будем наблюдать. Я, конечно же, хотел бы скинуть бы этот скам, вообще выйти и в кэш бы вышел бы. Что у нас по DXY, давайте посмотрим. Выглядит здесь DXY по бычьи выглядит, формируем такой вот. Наверное, все-таки здесь будет формироваться какой-то треугольник или что. Но я думаю, что здесь будет восходящее движение. 4 дня у нас отката здесь. Пока что у нас здесь формируется разворотный сигнал на дневке. Это хорошо. Может быть такое, что DXY у нас вниз начнет опускаться. И еще мы здесь поопускаемся какой-то период времени. И пока что доллар не будет сильно пампиться. Дай бог, дай бог. Ну, буквально хватит, наверное, выхода правительства шокдауна США, и DXY полетит просто вверх. В принципе, вот так вот. Из всех альткоинов, которые сейчас пампятся, самое так шикарно выглядит это Starknet. Потому как, ну, биток 106, эфир, XRP, да, ну, вроде бы как ICP откатил у нас. DOT здесь что-то тут, ну, шевелится. Litecoin двинулся, и Starknet более-менее нормально. О, нормально, сейчас ICP уже $7. И Starknet более-менее нормально выглядит. Ну, двинулись, да, на 23%. Шикарно, конечно. DRC, но DRC уже отстрелял на 60. Тут уже, в принципе, нужно разве что перезаходить. В принципе, вот так вот. Выглядит вроде бы рынок неплохо. Посмотрим, понаблюдаем. Пока мы ролик снимали, смотрите, за час уже пузырики зазеленели, начался альтсезон, началось, можно уже фиксировать прибыль. На дневке, ну так вот, Starknet, ну, самый такой лютый красавчик, 23% из всех скамовозочек. Ну еще VLF, ну это новый проект, туда не стоит лезть. Там будет бритва, туда не заходите. Там нужно ожидать боковик на протяжении года-полтора, тогда можно будет заходить. Я думаю, что VLF, ну, я его лично не покупал. И история показала, что ты покупаешь эти новые проекты, там, выходили на Binance, они просто все укатывались. На минус 90, фух. Я просто собирал на $100 портфель, взял там 5 альткоинов молодых, которые вышли на Binance. По $100 выделил на них, купил. Сейчас на данный момент на портфеле $30. Все, смысл с них. Да, какой-то один там проект вроде бы что-то хотел там отстрелить, ну и все. Лучше, наверное, было бы прикупить уже тот самый Starknet, там уже хотя бы какой-то боковик отрисовали. В принципе, вот так вот. Понедельник вроде бы начинается нормально. У нас сегодня 10 число. Заседание ФРС у нас будет вроде бы в конце ноября. Кто знает точную дату, пишите в комментариях под видео. Все комменты я читаю, лайкаю. Спасибо вам за поддержку канала. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Вам нужно подписаться на канал, потому как это мотивирует дальнейшее создание контента. Вот что. Особо заработка нет. Сейчас я вообще сижу без света. Вообще абсолютно без света сижу. Иногда там дают на каких-то 4 часа в сутки свет. И он от бесперебойника пишу видео. Подключился. И интернет подключил от бесперебойника. Мне, в принципе, достаточно там 30 минут. Ну и то уже аккумулятор начинает сдыхать. Нужно, наверное, что-то выдумывать. Так что именно ваши лайки, комментарии, подписка самая максимально мотивирует для создания контента. Притом я с самого утра пишу контент. Никто не пишет контент, только я пишу. И да, не забываем то, что у нас биткоин тусуется возле 50-й скользяшки. Я вам показал, что такое 50-я скользяшка. Это 50 недель.
Если мы среднее значение, вот это вот, где тусуемся 50 недель, пробьем вверх, мы закрепились, значит это бычий настрой. Но пока что мы не пробили. Нам нужно хотя бы движение битка в диапазон 110 тысяч долларов. И там закрепление. А вообще для слома нисходящего тренда нам нужно диапазон 118 тысяч долларов. Но его никак нету. И то, что вчера там что-то началось, ну, я не знаю, ничего, в принципе, пока что не началось. Да, рынок вроде бы зеленеет, у нас вроде бы доминация альткоинов чуть-чуть отскочила, но попахивает медвежкой. Тут два варианта. Или все-таки у нас цикл затянулся, растянулся, и мы увидим эйфорию, пик бычьего рынка до весны 26 года, или все-таки мы уже погружаемся на медвежку через вот этот вот отскок. А этот отскок у нас уже состоялся, потому как за 10 дней большинство альткоинов показало 2-3 икса. Если ты перелил бы весь свой просадочный портфель в какой-то альткоин на 3 икса, ты бы уже вышел бы в ноль бы и покинул бы этот рынок. Но делать такие действия, конечно же, очень страшно, потому как ты можешь потерять истинное движение альтсезона. Вот. Ну а альтсезон это мифическая тварь, которая никак не наступает. Так что, наверное, участвовать в отскоке это не ошибка. Вот. И фиксировать всегда прибыль это тоже не ошибка. Не нужно ожидать какие-то там 30 иксов. Сюда заходили, я видел этих людей, они все говорили: ты не удержишь там портфель, там 30 иксов, там. Какие 30 иксов? Про что вы говорите, ребята? Нету уже никаких 30 иксов, их не будет, разве что по выборочным проектам. Все, не будет никаких 30 иксов. Да, Zcash выстрелил, ну, это Zcash один, у кого он есть? Да его ни у кого нету этого Zcash, ну там, может пару монет у кого-то есть, но, имея Zcash в себя в портфеле, есть куча разного мусора, который соскамил твой капитал. Все. И то, что там Zcash выстрелил, это просто ни о чем. Вот так вот. В принципе, вот так вот. Бросаю я ролик в YouTube, нужно, чтобы он там переварился еще целых полчаса. В принципе, вот так вот. А с телефона его запущу. Всем спасибо за просмотр, всем желаю мирного неба. Дай бог этот мир наступит. Всем пока.